Приветствую, друзья! Как многие знают, компания Knowledge Zenith выпустила уже целых 3 модели наушников с большим планарным излучателем внутри. При этом Balance и Hi-Fi отличаются только количеством низких частот, а вот их сравнение с Pro-версией куда более любопытный процесс. Все 3 модели мне достать, к сожалению, не удалось, но главное, то есть PR1 Hi-Fi и PR1 Pro, я протестировал непосредственно лицом к лицу и готов об этом подробно рассказать. Собственно, друзья, поехали! Пришли наушники в абсолютно одинаковых коробках с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик. Отличаются которые лишь чувствительностью. У Pro-версии она составляет 100 дБ, а у Hi-Fi 96 дБ. В остальном в них стоят абсолютно одинаковые планарные драйверы на 13,2 мм и импедансом в 16 Ом. В комплекте идет инструкция и набор амбушюр. Только у Hi-Fi версии это классические белые насадки с насечками, а у Pro на удивление пенки. Кабели к ним тоже зачем-то приложили разные. К Hi-Fi идет базовая лапша на 0,85 Ома, а к Pro куда более интересный витой с металлическим штекером и сопротивлением равным 0,25 Ома. Впрочем, каждая из этих моделей не повредит замена как кабеля, так и насадок, если вы, конечно, хотите получить от них максимум возможного. Чашечки у них тоже схожие, с отверстием для компенсации, вытянутым таким звуководом и металлическим фейсплейтом с решеточкой, обеспечивающей полуоткрытую конструкцию устройства. Однако, если в Pro-версии внутренняя часть сделана из пластика, то у Hi-Fi везде металл. Ну и сзади у них одинаковые зубчики с решеткой вентиляции. Смотрятся модели неплохо, сидят удобно, так что вопросов к ним особо-то и нет. Pro-версия. Hi-Fi версия. По измерениям там примерно одинаковые импульсы, схожее поведение фазовой кривой. При этом в плане искажений Pro прям намного лучше. 1,9 против 3,4%. Хотя оба этих значения уже за пределами нормы. Идеально на сегодня это 1%. Затухание на 30 и 60 дБ у них тоже плюс-минус одинаковое. Около 77 и 99 миллисекунд. А вот по возмущениям Hi-Fi немного, но уступают. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ, только у Pro-версии чуть больше среднего баса. Затем идет выделение области разборчивости с плата до 5 кГц включительно. И еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Отличия здесь заключаются лишь в амплитуде. У Hi-Fi она на 4 дБ выше. И пики усиления резкости, которые наоборот выше у Pro-версии. Высокие же у Pro аккуратненько так уводятся на второй план, в то время как у Hi-Fi на них делается еще один дополнительный акцент после 15 кГц. Следовательно, всякие отзвуки и затухания на Hi-Fi будут куда нагляднее, чем на Pro. В принципе, оба графика нормальные. Pro дает ярчинку на 8 кГц, а Hi-Fi на 2,5 кГц. В остальном же все просто прекрасно. По своему характеру обе эти модели обладают довольно узнаваемым планарным почерком, но чуть по-разному собирают само музыкальное полотно. Так у PR1 Hi-Fi чувствуется меньше веса на средних частотах, и вокал заметно так утоплен в сцену. То есть на сложной оркестровой музыке он ощущается за басовыми инструментами непосредственно в глубине. В этом, конечно, есть свой кайф, так как на передний план выходит глубина и пространство сцены, а следовательно проявляется объем и подчеркивается звуковой ландшафт. Pro же звучат более привычно, выдвигая вперед вокал и подчеркивая его мелодику и выразительность. Причем у Pro звук кажется более живым, естественным и прямо сочным. Hi-Fi, на мой взгляд, нейтральнее и чуть холоднее.
По скорости и прорисовке у них абсолютный паритет. Обе модели дают довольно четкое, собранное и абсолютно однородное звучание. Конечно, с легким доминированием баса у PR1 Pro и кристальной прозрачностью у Hi-Fi. Отчего Pro-версия кажется прямо мясистой, заводной и качающей, а Hi-Fi скорее заставляют нас вслушиваться и ощущать непосредственно пространство сцены. Разбирая звук по частотам, низкий и чуть глубже у Pro-версии, но в обоих случаях они имеют легко читающуюся текстуру. Серединка по массе жирнее тоже у Pro, зато по высоким равных Hi-Fi просто нет. Не скажу, что верха тут идеальные, это далеко не так, но в полной мере проследить затухающие струнные или перкуссионные инструменты позволят вам без особого труда. Но я бы лично при выборе опирался не на это. Если вы хотите что-то максимально сочное, эмоциональное и цепляющее, то обратите внимание на PR1 Pro. PR1 Hi-Fi имеют скорее мониторную такую подачу, позволяя больше погрузиться в текстуры, скорость и разделение инструментов. Мне же одинаково сильно понравились обе эти модели. Там, где хочется тотального разрешения, я бы предпочел Hi-Fi. А чтобы вот прям ноги в пляс, PR1 Pro. Для сравнения и понимания уровня этих двух моделей я противопоставил их куда более дорогим Dunu Talas. Они как раз у меня на руках, а значит, я могу сделать это со всей возможной тщательностью. Первое, что бросается в глаза, это довольно низкая детализация у Talas на всем диапазоне частот. Звук там более размытый, хотя по подаче он, как и PR1 Pro, имеет хорошее такое в плане массы тела и выдвигает вперед вокал, чем, конечно же, увеличивает интимность. Хотя в остальном они ближе к PR1 Hi-Fi, такой же нейтральный и слегка отстраненный звук. Не зная, что Talas стоит 2,5 раза дороже каждого из героев обзора, я бы расположил их посередине между Hi-Fi и Pro версией. Да, PR1 Pro моему сердцу немного ближе, но лишь потому, что люблю отличную прорисовку, подчеркнутый бас и предельную эмоциональность. Dunu же могут порадовать только чуть более качественными высокими частотами, однако расслышать это до невозможности трудно, только в редких композициях, если прям сильно вслушиваться. Не удивлюсь, если в Talas установлен ровно такой же излучатель от Knowledge Zenith, просто иначе настроенный. На слух же PR1 Pro намного эффектнее, точнее и мелодичнее. И это, заметьте, с экономией более чем в 2 раза. Снимаю перед КЗ свою шляпу. Но еще раз напомню, я тестировал обе модели на кабеле KBR Limpet Pro и насадках KBR 07, а не на том, что предлагают к ним в комплекте. Из стилистики выбирайте все, что угодно, но помните, что скорость и разрешение чуть лучше ощущаются в Hi-Fi версии, а музыкальность и бьющие ключом эмоции есть только в Pro. Оставляя, конечно, в голове, что Hi-Fi чуть погружают вокал в сцену, а Pro, наоборот, заметно так выдвигают его вперед. А вот по источникам я бы все-таки рекомендовал брать что-то повзрослее, с хорошим таким насыщенным телом и правильной передачей тембров. То есть без подсвечивания, чем часто грешит Dunu, Hidis и Colorfly, и без ухода в перенасыщенность Hybe или дешевых Astel и Kern. Поскольку в силу специфики недорогих планарных излучателей им может не хватить веса или излишне высветятся особенности на верхах. Меня в них, конечно, все устраивает, но это точно не уровень Rabga Hook X или Tanzo Zetian Wu. Ну и вишенкой на торте напомню, что все планары довольно требовательны к мощности источника, так что позаботьтесь и об этом. Итогом, планарные наушники КЗ PR1 Pro и PR1 Hi-Fi очень неплохо выглядят, удобно сидят в ухе и имеют довольно-таки спорный комплект. Я бы и кабели насадки сразу заменил на что-то, например, от KBR. Что я на самом деле и сделал, и именно в такой конфигурации их тестировал и сравнивал. По подаче у Hi-Fi чуть менее мясистое тело, зато выше разрешение и вокал немного погружен в глубину сцены, добавляя звучанию трехмерности. В то время как PR1 Pro чемпионы по мелодичности, выразительности и передаче эмоциональной составляющей трека. Причем, в отличие от Dunu Talas, у них превосходное разрешение и нет той излишней сухости. То есть все четко, точно и максимально естественно. Мне лично чуть больше понравились PR1 Pro, но и против Hi-Fi тоже ничего не имею. Так сказать, обе модели прекрасны по-своему. Однозначно могу рекомендовать их к приобретению. Для своей цены это просто
просто фантастика. А на этом у меня все. Это были наушники KZ PR1 Pro и PR1 Hi-Fi. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.